Жила-была старая коза. Было у нее 7 козлят. Она их так любила, как может любить своих детей только мать. Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед. Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого волка. Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по черным лапам. Козлятки все поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны. Старая коза спокойно отправилась в путь. Прошло немного времени, вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом, чтобы козлята немедленно открыли. Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк. Они ответили, что это не матушкин голос. У нее голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым, а значит, это волк. Пошел тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела. Съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли. Положил волк лапу на окошко и ждет. А козлятки увидели ее и ответили, что у матушки лапы не черные, а белые, а значит, это волк. Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста. Помазал волк свою лапу тестом, подошел злодей в 3-й раз к двери, положил свою белую лапу на окошко и постучался. Увидели козлята, что лапа белая, и подумали, что это была их матушка. Отворили дверь, но перед ними стоял волк. Испугались они и начали разбегаться кто куда. Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, 3-й на печку, 4-й в кухню, 5-й в шкаф, 6-й под умывальник, а 7-й спрятался в напольные часы. Но всех их нашел волк, разинул пасть и проглотил одного за другим. Одного только он не нашел, младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушел, растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул. Пришла вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что ж она там увидела! Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамья прокинуты, умывальник разбит, подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Звала их по имени, но никто не отзывался. Подошла она к часам, и раздался в ответ тоненький голосок младшего козленка. Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех съел. Как плакала коза за своими бедными деточками. Наконец вышла она из дому, а младший козленочек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. Она догадалась, что это были ее деточки, и очень обрадовалась, что они были еще живы. Сказала она козленку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Затем ножницами коза надрезала волку брюхо, и оттуда высунул свою голову один козленочек. А затем и другие выскочили, все 6, и ничего с ними плохого не случилось. Вот уж радость-то была. Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать. Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он еще спит. Они натащили камней и засунули их волку в брюхо. Зашила старая коза ему брюхо, а тот ничего и не заметил, даже ни разу не пошевелился. Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды с колодца. Еле-еле подошел он к колодцу, наклонился к воде, и тяжелые камни потянули его на дно колодца. Увидели это 7 козлят и стали на радостях плясать вместе со своей матушкой. Вот так они проучили злого волка.